Энергия никогда не исчезает, она лишь меняет форму. Стивен Хокинг. Все мы слышали эту фразу «нужно держать высокие вибрации». Ее повторяют эзотерики, психологи, мастера практик. Она звучит красиво, вдохновляюще и пугающе, потому что в ней скрыт контроль. Если ты злишься, если грустишь, если устал, значит, ты упал, значит, ты не в потоке, значит, с тобой что-то не так. Так рождается новый способ бояться самого себя. Человек начинает следить за каждой мыслью и эмоцией, как за уровнем батарейки. Радость? Молодец. Частота поднялась. Грусть? Провал? Срочно исправляйся. Но жизнь не подчиняется этой линейке. И настоящая энергия не измеряется выше-ниже. Мы привыкли думать, что сила приходит только тогда, когда мы все время светимся и улыбаемся. Но правда в том, что это миф. Энергия – не результат техники, не награда за правильные эмоции. Энергия – это право по факту бытия. Она есть в тебе всегда, даже когда ты в ярости или в слезах. Именно этот миф о вибрациях сделал нас зависимыми. Мы перестали доверять себе и поверили в шкалу, которую придумал ум. Этот миф держит миллионы людей в клетке страха. В эзотерике любят говорить «подними вибрации, и у тебя появится энергия». Но на самом деле все наоборот. Энергия – это не то, что нужно добывать или удерживать. Энергия – это сама основа реальности. Стивен Хокинг писал: «Энергия никогда не исчезает, она лишь меняет форму». Это не метафора, а закон природы. В каждом вдохе, в каждом движении, в каждом твоем состоянии энергия уже есть. Она не зависит от того, злишься ты или медитируешь. Альберт Эйнштейн доказал: энергия и масса – это одно и то же. Его формула, где энергия равна массе на скорость света в квадрате, изменила наше понимание Вселенной. Мир, который мы воспринимаем как твердый, на самом деле колебания энергии в разных формах. Современный физик Макс Тегмарк идет еще дальше. Он говорит, что сама Вселенная – это математическая структура, своего рода код. И то, что мы называем энергией, это не высокие или низкие вибрации, а универсальный язык, по которому реальность проявляется. Энергия не исчезает и не появляется по команде. Она не награда за правильные мысли. Она есть всегда, по праву твоего существования. Когда ты перестаешь загонять себя в рамки «я должен звучать выше», энергия начинает ощущаться напрямую, как тепло в груди, как мягкость в теле, как простое присутствие, которое не нужно придумывать. Энергия – это не что-то добавочное, это сама ткань бытия. Современная квантовая физика показывает, материя – не кирпичики, а колебания полей, узоры вероятностей, которые становятся твердыми только в момент взаимодействия. То, что мы называем миром вещей, это словно застывшие всплески океана энергии, которые появляются, когда мы на них смотрим. Макс Тегмарк, Роджер Пенроуз, Карло Равелли и другие исследователи говорят об этом разными словами. Реальность – это процесс, а не объект. Это поток информации, энергии и сознания, который непрерывно обновляется. И здесь ключевой поворот. Энергия – не то, что нужно накачивать или притягивать. Она никогда не уходит и не появляется. Она просто меняет форму, переходя из одной конфигурации в другую. Даже твое состояние – это не прибавка или убыль энергии, а ее текущее распределение. Когда ум в тревоге, энергия уходит в напряжение. Когда ты в наблюдении, она раскрывается в ясность. Но ее всегда одинаковое количество. Вопрос лишь в том, в какой узор ты ее складываешь. Квантовое поле, по сути, и есть универсальная библиотека этих узоров. Сознание – это то, что выбирает страницу. Поэтому практики поднятия вибраций не про добавить сверху, а про тонкую настройку. Куда ты смотришь, то и оживает.
И тогда простое присутствие перестает быть чем-то маленьким или базовым. Это твой прямой контакт с энергией, которая никогда не исчезает. Стоит только перестать гнаться за высшими состояниями, и вдруг оказывается, что сила всегда была здесь, в дыхании, в теле, в самом факте «я есть». Мысли слишком быстрые и скользкие. Большие эмоции мы еще замечаем, но мелкие реакции ускользают. А тело – никогда. Оно всегда показывает правду. Сжатая диафрагма, сухость во рту, дрожь в ногах, тяжесть в животе. Или наоборот, легкость дыхания, тепло в груди, расправленные плечи. Поэтому опора на тело – это не обход ума, а путь короче. Ты можешь не уследить за каждой мыслью, но тело выдаст ее след. Как только ты смотришь в ощущение, мысль, породившая его, сама становится очевидной. И тогда больше не нужно бегать за умом. Он сам раскрывает себя через тело. Вот почему вибрации – это миф. Настоящая чистота не в том, какие у тебя эмоции и мысли, а в том, насколько честно ты живешь в контакте с собой. Ты можешь злиться, грустить, радоваться, бояться, но если ты видишь это и позволяешь этому пройти, оно не оставляет следа. А когда ты стараешься держать высокое, ты зажимаешь себя. И именно этот зажим и рождает устойчивый серый фон, который потом и называют плохими вибрациями. Энергия не измеряется по шкале. Энергия в честности, и тело всегда ведет туда прямым путем. Идея держать высокие вибрации звучит так, будто реальность измеряется как уровень заряда батарейки. Но квантовая физика говорит другое. Возьми принцип неопределенности Гейзенберга. Он показывает, что нельзя одновременно знать точно и положение частицы, и ее импульс. Другими словами, на фундаментальном уровне мир – не фиксированная материя, а поле вероятностей, которое никогда не укладывается в линейку. Так и в человеке. Когда мы пытаемся жить по шкале вибраций, радость хорошо, злость плохо, мы упрощаем живое поле до искусственной линейки. Мы боимся эмоций, прячем их, и энергия может казаться низкой. Но когда есть присутствие, «я есть», все воспринимается иначе. Эмоции и мысли не классифицируются, а проживаются как естественные проявления. Они приходят, меняются, уходят. Энергия начинает течь свободно, потому что мы перестаем ее фиксировать. Квантовый закон прост. Наблюдатель не измеряет мир по шкале, а позволяет ему проявляться множеством способов. Так и здесь. Присутствие не оценивает, оно замечает. И именно в этом замечании рождается ясность и сила. Поэтому настоящая энергия – это не поддерживать частоты, а позволять жизни быть такой, какая она есть, в наблюдении, в «я есть». Мы привыкли слышать о так называемом «законе вибраций». Но если посмотреть честно, в том виде, в котором его обычно преподносят, это миф. Не существует никакой шкалы высоких и низких вибраций, будто реальность работает как батарейка. Современная физика показывает – все энергия. Она не выше и не ниже, она меняет форму и проявление. То, что мы называем вибрацией, это не уровень на линейке, а язык самой Вселенной. Важен не мифический подъем вибраций, а то, откуда ты смотришь. Твое сознание решает, каким образом энергия соберется в реальность. Когда ты живешь в страхе, та же энергия собирается в образ угрозы. Когда ты в доверии, в образ потока. И вот в этом и есть настоящий закон. Не шкала, не мифология, а сознание, которое формирует узор энергии прямо сейчас. Не нужно искать высокие вибрации, не нужно мерить себя на линейке правильного состояния. Просто вернись в наблюдение, в чистое «я есть». И тогда то, что эзотерики называют законом вибраций, проявится в своей подлинной сути.
как сила, которая всегда здесь и которая ждет только одного – твоего присутствия.